Всем привет! По просьбе подписчиков начинаем небольшую серию обзоров про фонарики. Тестирование фонарика в лесу в полной темноте будем проводить чуть далее в ролике. Ну а для начала посмотрим комплектацию и начинку прибора. Так что обо всем поподробнее. Всем приятного просмотра! KKR24 Technologies. В комплект поставки входит фирменная яркая упаковка, в котором не стыдно преподнести в качестве подарка качественный USB-провод для зарядки с выходом стандарта USB Type-C. Можно предположить резина или силикон, и длина порядка 1 метра. В комплекте также можем видеть темляк для удобства переноски, поскольку фонарь не все будут носить на голове, ну и вместе две уплотнительные прокладки. По охвату здесь жалко, конечно, что не добавили хотя бы еще по 5 сантиметров для возможности более точной регулировки. На большую голову то будет сильно давить, ну и создавать, собственно, дискомфорт. А так, качество материала, качество резинки, все сделано очень добротно. Есть еще такое крепление, только на первый взгляд может показаться таким хлипким, поскольку сделано из достаточно прочного материала. Есть также руководство пользователя. Есть также средние технические параметры, которые проверим далее в ролике. В руководстве радует также наличие русского языка. Также присутствует в комплекте вот такой короткий переходник, с помощью которого можно из одного фонарика создавать еще более компактный вариант, и длина составляет порядка 40 мм. Ну и собственно сам фонарик. И не знаю вообще можно ли к чему-либо здесь придраться. Внутри смотрим, создается оранжевое отражение. То, как называет, лимонная корка, апельсиновая корка. Снизу рефлектор позволяет излучать ближний свет, а сверху отдельно для дальнего света. То есть получается два устройства сразу в одном приборе. Во избежание попадения влаги и пыли вовнутрь корпуса видим, все плотно собрано на силиконовых прокладках. Защитная прокладка для исключения случайного включения во время транспортировки и хранения. Фирменный элемент питания стандарта 18650, литий-ионный аккумулятор на 3000 мАч. И такой стандарт сегодня не редкость, и в зависимости от производителя емкость может варьироваться от 2000 мАч. Вес данного элемента питания составляет 46 граммов, ну и фонарик без элемента питания 75 граммов, а укороченный вариант еще на 10 граммов меньше. Длина в компактном исполнении может достигать примерно 85 мм, и в таком форм-факторе фонарик становится очень компактным, легким, но зато автономность также будет в 2 раза ниже. И разница в длине этих переходников, как можем видеть, примерно 3 сантиметров. Внутри только пружинка, на обратной стороне вся компонентная база, в числе которых и управление зарядкой. Наверху расположена единственная кнопка. На крышке есть возможность одевать темляк. Теперь с помощью вот такой насадки заглянем и в начинку прибора. Диаметр рефлектора одинаковый, а вот по материалу, судя как звенит, скорее всего это стекло. Смотрим размеры в диаметре и в толщине. Крышка также имеет уплотнительную силиконовую прокладку. Проставка также все плотно герметично. Круговой на резиновой прокладке.
Внутри на термопасту, на корпус фонарика закреплена вот такая сборка. Сверху это светодиод SST, довольно мощный, который ранее ставили и на более крупные фонарики. Снизу это, если кто понимает, 351 светодиод с теплым белым нейтральным свечением на 5000 Кельвин. Снизу можем наблюдать уже зеленый текстолит, на котором, собственно, и все органы управления, в том числе и зарядкой. Кнопка также разбирается, под которым также смотрим, есть небольшая сборка, есть маркировка даты. На первых моделях прокладки были отдельно под каждый рефлектор. На этом уже целиком плотно все закрывает. При обратной сборке здесь надо чуть поаккуратнее, чтобы одинаково равномерно все затянуть. Ну и здесь также надо чуть повнимательнее, чтобы резьба совпала, иначе все можно повредить. В фонарике заложена функция индикатора заряда элемента питания, и для проверки быстро 3 раза нажимаем данную кнопку, и как видно, индикатор загорается зеленым цветом. И зеленый цвет говорит о том, что заряда осталось более 30%. Ну а если уровень опускается меньше 30%, то индикатор уже загорается красным цветом. А еще такой вариант: красный индикатор не просто горит, а начинает мигать. Такое предупреждение – это знак для замены элементов питания, или если установлен аккумулятор, то повод для зарядки. В фонарике, помимо отличной защиты от попадения влаги и пыли по степени классификации IP68, еще одна защита в фонарике – защита от низкого напряжения. То есть, если напряжение опускается ниже 2,7-2,8 вольт, то фонарик автоматически отключается. Это сделано для того, чтобы избежать повреждения аккумулятора из-за чрезмерной разрядки. Для соблюдения полярности есть соответствующее обозначение на корпусе прибора, но даже если случайно спутать, то предусмотрена и защита от обратной полярности, так что с прибором ничего не случится. Внутри расположена пружина, все то же самое и на крышке, и такой способ позволяет устанавливать практически все варианты элементов данного форм-фактора и даже типа размера 14650. Как видим, все прекрасно работает. Сейчас проведем небольшой тест на среднее время работы фонарика. За основу возьмем емкость оригинального элемента от данного бренда 3000 мАч. Но для начала посмотрим, как все это работает. Нажатие и удержание данной кнопки позволяет включить функцию лунный свет. И это самое слабое свечение из всех режимов. С таким режимом, конечно, мало что можно разглядеть. С помощью короткого нажатия выходим из данного режима. Короткое нажатие позволяет включить основные режимы, а удерживая нажатой данную кнопку, можно переключаться на разные режимы. Это низкий, средний, высокий. А нажимая 2 раза, можно включать и турбо режим, то есть можно выбирать 4 режима яркости свечения. В данном фонарике есть еще одна очень ценная функция. Обязательно на включенном приборе нажимаем быстро 3 раза кнопку включения и таким образом переключаемся на ближний свет. Как она освещает, посмотрим далее в ролике. Для переключения на дальний свет снова нажимаем 3 раза кнопку. В данном режиме видим отчетливо яркий пучок. Данный режим уже будет полезно и для рыболова, охотника, еще как вариант на самокаты, велосипеды и так далее. И еще 3 нажатия возвращается в первоначальный общий режим. Еще что хочется добавить. В режиме турбо, если еще 2 раза нажимать, то видим, включается функция стробоскопа. Еще 2 раза нажатия переводится уже в режим SOS.
и еще 2 раза нажатия, фонарик превращается в маяк. В целом вот такие возможности. На тыльной стороне под хорошим уплотнением видим гнездо для зарядки под стандарт USB Type-C. Фонарик также может работать как блок питания, заряжая внешнее USB устройство от внутреннего элемента питания. Ток зарядки составляет 1,7 ампера, и ход зарядки также отражает мигание красного индикатора, который при завершении зарядки загорается зеленым цветом. До того, как начали болеть глаза, голова, есть смысл подумать о качестве фонарика. Как видим, вроде как все одинаково, а вот при изменении параметров захвата света, то, как видим, прибор определяет мерцание, который по факту человек особо и не отличает, но зато организм все это чувствует. Такое мерцание, конечно, можно устранить путем добавления соответствующих компонентов, но опять же это совсем другое качество. И как видим здесь, при тех же настройках камеры не видим абсолютно никакого мерцания ни в одном из режимов. На напряжение в 3,7 вольта смотрим, индикатор горит красным цветом, а на 3,8 вольт уже индикатор зеленого цвета. Первый тест для режима лунный свет. Смотрим изначально более высокий ток потребления. Скорее всего, это заряжается конденсатор, после которого падает до 4 мА. И с таким током на родном аккумуляторе фонарик без перерыва может работать до 750 часов. А на следующем режиме в начальной яркости ток потребления уже 28 мА, и в таком режиме это больше 100 часов беспрерывной работы. Средняя яркость, ток потребления 318 мАч, это уже более 9 часов непрерывной работы. И на максимальной яркости ток потребления примерно 800 мА, и время работы чуть больше 3,5 часов. Ну и супер яркий режим турбо. Ток потребления уже целых 2 ампера. Время работы в данном режиме 1 час 50 минут. Переключаемся в режим дальнего света. В режиме лунного света здесь такие же, и одного заряда может хватить также на 750 часов. На низкой яркости ток поменьше, и гореть фонарик будет до 136 часов. На средней яркости это примерно 100 часов для токов 300 мА, и на максимальной яркости это уже непрерывное свечение более 4,5 часов. И супер яркий турбо с таким током порядка 2 часов непрерывной работы. Но эти все значения условные, поскольку все зависит от напряжения элементов питания. Ну а если включить оба светодиода, то на малой яркости энергии хватит всего на 51 часов, на средней яркости 5,5 часов, а на максимальной яркости это уже чуть меньше 2,5 часов. Ну и турборежим это уже целых 3 ампера, и в таком режиме это всего 1 час работы. Но это еще не предел фонарика. Здесь идет ограничение по току на блоке питания, а если сюда поставить мощную батарейку, которая способна переваривать большой ток и с более высоким напряжением, порядка 4,3 вольта, то здесь токи уже могут достигать даже 5 ампер. Но такой сумасшедший ток будет очень быстро раскалять фонарик. Начинает подниматься температура выше 40 градусов Цельсия, но здесь опять включается умная электроника, и фонарик при достижении более критических значений температуры автоматически сбрасывает ток, и как видим постепенно снижается яркость свечения, и драйвер таким образом не позволяет фонарику выйти из строя. Но такой нагрев фонарика естественно греется под нагрузкой и аккумулятор, а это уже противопоказано и резко сокращает срок службы. Поэтому мой совет: турборежимом пользоваться крайне редко.
Токи потребления, стробоскоп, маяк и помощь. По времени работы остается верить только руководству пользователя, и это не более 1 суток. А укороченный вариант в качестве налобника здесь до конца не может заправляться в резинку. Что касается силы магнита, чтобы оторвать, видим, это еще какие надо усилия прикладывать. Теперь будем перебираться в лес. В целях поддержки развития канала буду очень рад комментариям, лайкам и подписке. Первый тест: включен дальний свет на малой яркости и расстояние до дерева 5 метров. Света, конечно, мало. Включаем еще ближний свет. Картина становится чуть лучше. А вот только с ближним светом, естественно, становится хуже. Меняем яркость на средний уровень. Ближний свет уже показывает неплохие результаты. А дальний свет, здесь более собранный пучок яркого света. А если включить оба, такого света вполне достаточно для комфортной прогулки. На высокой яркости даже чувствуется немного избыток света, особенно на близком расстоянии. Переключаем на ближний свет. Вот здесь уже отличный охват, отличное равномерное освещение по всему периметру, но далекие объекты уже теряются из кадра. А с дальним светом видим отличную роль непосредственно на более отдаленные объекты. Ну и в режиме турбо здесь, конечно, все очень ярко. Не знаю, как будто светит уличный прожектор. А вот на близком расстоянии средняя яркость более чем достаточно. Вдаль также на высокой яркости показывает отличные результаты, а на турбо режиме становится еще лучше. Теперь смотрим расстояние от камеры на 30-40 метров, это снова режим турбо. Теперь такой тест на расстоянии вытянутой руки, примерно половина метра. Посмотрим, что из себя представляет отдельный режим лунный свет. Думаю, неплохо в роли ночника. А если переключиться на другие режимы и начальная яркость, смотрим, какой хороший градиент. Это особенно полезная функция для строителей, электриков и так далее. Ну и диаметр такого пятна составляет порядка 50 сантиметров. На среднем режиме уже более чем достаточная яркость, и градиент в данном случае отодвигается еще дальше, и диаметр света расширяется еще на 10 сантиметров. А на высокой яркости уже смотрим, сильно расширяется угол отражения, и теперь центральное пятно расширяется далеко за пределы 50 сантиметров. А дальний свет на таком расстоянии даже нет смысла смотреть, потому как создается резкая граница между ореолом и ярким центральным пятном, поэтому смотрим для дальнего света отдельный тест на расстоянии в 3 метра. На низкой яркости довольно большого размера пятно, очень плавные переходы на краях, и в отличие от нижнего высококачественного 351 диода, здесь можем наблюдать местами желтый оттенок. Это если кто-нибудь подумает для фото-видеосъемок, так как цветовая температура здесь неравномерная и диаметр более ярко выраженного пятна порядка 1 метра. И на более высоких режимах, в том числе и турбо, пятно на камеру кажется значительно больше, но основной пучок сохраняется менее 1 метра. А если переключиться на ближний свет на таком расстоянии, здесь уже свет распределяется на всей стене. На низкой яркости на таком расстоянии уже не так комфортно. Средняя яркость это уже другой уровень, так скажем, более годный, и на высокой яркости показывает прекрасные результаты. И чтобы зрителю понять более правильный градиент переход света, можете сравнить качество с дешевым фонариком. В следующем видео покажем про популярную серию Сафир, сравним две разные цветовые температуры одной и той же модели. Так что спасибо всем за просмотр и до новой встречи.